going over the politicians. The politicians are the people who, if you get the right ones, can bring about changes that you need. Но с политиками необходимо поддерживать контакт, потому что если это получается, если вы находите его и политик оказывается, скажем так, нормальным, то он помогает осуществлять изменения, которые необходимо осуществлять. Volunteers. Волонтеры. It is very expensive to have a lot of staff. Очень дорого содержать большой персонал. Volunteers are very cheap. А волонтеры очень дешевы. You only have to look at these two. Посмотрите на этих двоих. Volunteers can form the backbone of your organization. Волонтеры могут сформировать позвоночник, то есть скелет вашей организации. We have volunteers who go into the community and tell everybody about the hospice. У нас есть волонтеры, которые идут в люди, скажем так, и рассказывают о хосписе. We have volunteers who help with all the fundraising. У нас есть волонтеры, которые помогают со сбором средств. All the gardening is done by volunteers. Все работы в саду осуществляются волонтерами. They help in the kitchens. And now we are starting to use volunteers to do hands-on care with some of the children. Волонтеры работают на кухне, и сейчас мы начинаем разрабатывать ветвь работы волонтеров с детьми на дому. But those of you who want to start a new system, но как только вы хотите начать некую новую систему, employ someone to look after the volunteers. Наймите кого-то, кто будет координировать работу волонтеров, следить за ними. Unless you look after the volunteers, they will slowly drift away. Если их не пасти, то они быстренько растекутся. Most volunteers just want to be told they are doing a good job. Большинству волонтеров просто требуется похвала. Ты хорошо работаешь, молодец. And it's important for the rest of the team и для остальной команды очень важно to acknowledge this and say this to them. Это понимать и им говорить это. When you set up any unit, you have to decide what type of unit you want to have. Когда вы основываете какое-то учреждение медицинское, нужно решить, какого типа учреждения вы хотите являться. We have very medicalized models of working in hospices. У нас есть весьма достаточно именно медицинская модель работы в хосписе. The doctors are in charge. То есть главные врачи. All the children who come in are clerked in by doctors, and the doctors are actively involved in changing their drugs and medicines. Все дети, которые поступают, они общаются с докторами, врачи занимаются тем, что они вот все назначают и полностью следят за ходом лечения. We then have nursing model. Есть, кроме того, еще и, скажем так, сестринская модель сестринского ухода. Within a nursing model, nurses are better at understanding the importance of holistic care. В этом подходе медсестры, медбратья, они гораздо лучше понимают важность целостного подхода. The doctor's main role is just to focus on the medicine. Основная роль врачей в этой модели просто сосредоточиться на лекарствах, на лечении. Not on running the hospice. А не на, как бы скажем так, ведении дел хосписа. The other thing to consider is a community model. Другая модель – это модель сообщества, то есть сообщество. The community model is by far the most cost-effective and beneficial system that you can run. Именно эта система имеет гораздо больше преимуществ и гораздо более эффективна с точки зрения стоимости. The other thing you must decide is whether
you want to be a hospice and do all the type of care. И нужно, кроме того, определиться, хотите ли вы быть хосписом и осуществлять все виды ухода. Or whether you wish just to be a unit for rest. Либо вы хотите быть просто учреждением для отдыха. In pediatrics, the respite for parents is very, very important. В педиатрии вот этот отдых для родителей, он очень и очень важен. The other thing you have to consider И еще одну вещь необходимо принять во внимание. is that all your pediatricians are getting very good at their job. All the pediatricians are getting very good at their job. Чтобы все педиатры были весьма компетентны в своей сфере деятельности. The children you thought would die Те дети, которые вы предполагали, что умрут, are not dying. не умирают. What do you do with them when they get over the age of 18? Что вы с ними делаете, когда они переходят за границы совершеннолетия, становятся старше 18? Are you going to bring them to an adult unit? Собираетесь ли вы отправлять их во взрослое учреждение? Or do you provide them with a specialist unit of their own? Или вы их снабдите, скажем так, специалистами, которые будут лично за ними наблюдать? In our unit, we have built an extension for those types of young adults. У нас мы построили отдельное крыло для, скажем так, для людей вот этого возраста, юных взрослых. The founders. Учредители. To set up a hospice, a community team, you have to have founders who are visionaries. Для того, чтобы основать хоспис, основать некое вот это сообщество, вам необходимы учредители, которые будут своего рода провидцами и ясновидящими. These things just do not come along magically. Это все не происходит по волшебству. The founders tend to have a particular personality type. Учредители должны обладать определенным типом личности. They are focused. Они должны быть сконцентрированными, сосредоточенными. They are driven. Они должны быть Направлены. Да, то есть они должны быть направлены в своем действии, невозможно их свернуть в пути. They do not suffer fools. Они не страдают. They don't like people who are foolish. Не любят дураков. Да. It is their personality that allows them to make the hospice or the team. Именно их личность дает возможность построить хоспис, создать хоспис или вообще команду. But it is the same thing that later can cause tensions within the hospice. Но именно те же самые качества впоследствии могут создать напряженную обстановку внутри хосписа. Because they wish to continually push forward. Потому что они хотят непрерывно толкать вперед, двигаться. But the professionals are trying to build a solid base. А профессионалы стараются построить основание, скажем так, твердое. So the secret is to try to strike the correct balance of the two. И секрет в том, чтобы найти правильный баланс между этими двумя тенденциями. The Board of Trustees. Попечительский совет. I will get to everybody, including the cleaners, but we start at the top. Я всем сказал, включая уборщиц, что у нас наверху тут будет лекция. The Board of Trustees is normally made up by the great and the good. Попечительский совет – это обычно замечательные, великие, хорошие люди. And they tend to be very nice people. И они, как правило, очень приятные люди. But for many of them, it is just nice to be involved with children and this type of thing. Но для многих из них это просто вот такая приятная возможность быть включенным во что-то, вовлеченным в общение с детьми там, и вот подобные начинания. Eventually,
you have to get rid of all of these nice people. Постепенно надо избавиться от всех этих милых людей. And you need to put in professional people. И надо вводить в этот совет профессионалов. People who know how to run businesses. Тех людей, которые могут вести дела. You need accountants, you need solicitors. То есть нужны юристы, нужны бухгалтера. Because this is a business. This is not like your state sector, this is a business. То есть это бизнес, это серьезный бизнес. To help the board of trustees, you must put clinical people on the board, nurses and doctors. Для того, чтобы помогать этим деловым людям, необходимо ввести в совет профессионалов от медицины, то есть сестер и врачей. It is the doctors and the nurses' job to convince the other people on the board that what they wish to do is going to make a difference. Задача медсестер и врачей в управлении, в попечительском совете убедить всех остальных в том, что вот то, что они делают, то, куда они двигаются, это важно, то есть изменения необходимы. It is the duty of all the non-medical people on the board to challenge the medical people to prove that it will make a difference. А задача немедицинских людей, без медицинского образования в правлении, как раз понуждать врачей и сестер, убедить их в том, что это необходимые изменения. The philosophy of a unit comes from the top. Философия учреждения исходит сверху. Founder, board of trustees, get that right, everything else will work out. Если учредители и попечительский совет все делают правильно, то дальше хоспис будет действовать. Chief executive and the head nurse. Исполнительный директор и старшая сестра. A hospice, a community team, is a funny thing. It is not like a state organization. Команда учреждения – это необычная команда, необычные люди. Это не похоже на государственное учреждение. But nor is it like a business. Но это в то же время не похоже и на бизнес. It is something in between. Это нечто между этим, тем и другим. And either people understand or they don't. И люди либо понимают, либо нет. And it's very difficult to teach them. И их очень трудно обучать. Over the years, С течением лет I have lost from our hospice many chief executives. Я в нашем хосписе сменил, потерял много исполнительных директоров уже. And many head nurses. И очень много старших медсестер. And often this is because of a conflict between the two. И очень часто это происходило из-за конфликта между тем и другим, между ними, собственно. I have no clever words for this. You just have to keep trying till you get the right people. Для этой ситуации у меня нет никаких умных слов, надо просто попытаться найти правильных людей в данной ситуации. The medical team. Медицинская команда. The medical team always worry that they do not have the skills or the knowledge to deal with children. Медицинская команда всегда переживает по поводу того, что у них нет достаточных навыков и достаточных знаний для того, чтобы работать с детьми. And this really the fear of not knowing what to expect. И это связано с тем, что они не знают, чего ожидать. We also found there was conflict between whether you need a pediatrician or a palliative care doctor. Также возникает очень часто проблема, кто нам необходим, педиатр в данном случае или паллиативный врач. In the UK, no adult physician can look after a child under 18. В Великобритании взрослый терапевт не может наблюдать ребенка до 18 лет. This is the world of the pediatricians only. Это только для педиатров сфера. Most of our knowledge
about how to look after children Большинство наших знаний о том, как ухаживать за детьми, has come from the adult palliative physicians. пришло от врачей взрослой паллиативной помощи. The joke is, Ирония в том, I am neither. что я ни тут, ни другой. I'm a family doctor. Я семейный врач. I have no pediatric qualifications, У меня нет образования педиатра nor adult palliative care qualifications. и образования врача взрослой паллиативной помощи. I would arguably say to you then that it doesn't make any difference. И я должен сказать, что это не имеет значения. You just have to have the will to learn. Просто необходимо иметь желание учиться. The other two problems is trying to get 24-hour care. А другая проблема – это круглосуточная забота, круглосуточный уход. Children in the palliative care world will become ill very quickly. Дети, которые находятся под заботой паллиативной помощи, заболевают очень быстро. You must have 24-hour cover. Необходимо иметь круглосуточное наблюдение. One of the other problems we had when we started И еще одна проблема, которая у нас была, когда мы начинали, was many doctors thought that the work would be of a particular type and nature. Что многие врачи предполагали, что работа будет будет особая какая-то, да, то есть иметь особую природу. But it's not. Но на самом деле нет. The children do not die in the same way that the adults die. Do not. Да, дети умирают не так, как умирают взрослые. The adults here in this hospice with cancer, we can tell you within a few weeks when they will die. Взрослые, которые находятся, вот, например, в этом хосписе, мы можем приблизительно с точностью до нескольких недель сказать, когда уйдет человек. Between 60 to 70% of the children sent to me где-то от 60 до 70% детей, которые были направлены в этот хоспис, в его хоспис, where the pediatrician has said that this child will die within the next few days, были отправлены педиатром со словами, что этот ребенок должен умереть, уже умрет в течение нескольких ближайших дней. I will send home better to come back another day to die. И вот эти 60-70% я отправлял потом обратно домой, чтобы они через какое-то время только вернулись снова и уже уходили. Medical issues. Медицинские вопросы. I do not know what the doctors are like in Russia, Я не знаю, что собой представляют врачи в России, but I will tell you what they're like in England. но я скажу вам, что это такое в Великобритании. Кто And это такие. we are 20 years ahead of you in terms of pediatric palliative care. Мы на 20 лет впереди вас в вопросах детской паллиативной помощи, But these are still the problems we have. но и все еще те же самые проблемы остались с нами. The oncologists do not want to look after the children with non-oncology problems. А врачи-онкологи не хотят заботиться о детях, которые имеют неонкологические проблемы. The hospital consultants Педиатры из больниц, поликлиник, think they are better doctors than the community pediatricians. Врачи из больниц считают, что они лучше, чем врачи, педиатры из поликлиник. Who think they're better than the family doctors. А эти, в свою очередь, считают, что они лучше, чем семейные врачи. And all of our pediatricians И все наши педиатры build their own little empires. строят свои маленькие империи. And asking them to change is very difficult. И убедить их в необходимости измениться очень трудно. I'm sure in Russia it's not like this. Я, конечно, It's definitely like this in the UK. Я, конечно, уверен, что в России все не так, но в Великобритании это именно так. Okay, next one. Nurses. Медсестры. In the UK, the
majority of pediatric palliative care is nurse-led. В Великобритании большая часть паллиативной помощи осуществляется медсестрами. This is not to say that the medicine is done by the nurses, the medicine is done by the doctors. Конечно, медицинская сторона вопроса, она не ими осуществляется, а врачами. But the needs of the child are not just medical. Но нужды ребенка не ограничиваются медицинскими. But the nurses can only do things if they have adequate education and training. Но медсестры могут выполнять свою работу только в том случае, если у них есть соответствующее образование и квалификация. You have to have the nurses that are in the hospice and in the community all talking with each other and supporting each other. Необходимо, чтобы медсестры, работающие в стационаре и на дому, общались и поддерживали друг друга. This may be slightly alien within Russia, but in the UK, Это может быть несколько чуждо здесь, в России, но в Великобритании we have nurse consultants у нас есть консультативные медсестры and clinical nurse specialists. и клинические медсестры. The clinical nurse specialist who works with me has done the same training and course that the doctors do. Клинические сестры, которые работают со мной, прошли то же самое обучение и те же курсы, что и доктора, что и врачи. It is a Cardiff diploma course, which is one of the hardest courses in the world to do. What? The Cardiff diploma course. It's a course in the UK on palliative care. В Великобритании существует курс такой, обучающий. Кардифский. Да, Кардифский университет, который вот как раз один из самых тяжелых в This does not mean she does the medicine. This does not mean she does the medicine. То есть, I do the medicine. То есть означает, что это не означает, что вы занимаетесь медициной. Медициной занимается врач, я занимаюсь. But she can understand what the child needs, what the family needs, what the social needs are, but also what we can do as doctors to help. А медсестра, она понимает, что нужно ребенку, что нужно семье, и она, зная нужды ребенка, может порекомендовать врачу, что, собственно, необходимо для пациента, для маленького. Train your nurses, and you will find a workforce that can do a lot of the work very cost effectively. Обучите медсестер, и вы обнаружите, что вы располагаете мощной силой, которая позволяет осуществлять заботу более эффективно и более эффективно. Next slide. So what goes wrong with the nurses? What can go wrong with nurses? Да. Что может пойти не так в вопросе с медсестрами? The first problem are the nurses who think they are doctors. Первая проблема – это медсестры, которые считают, что они врачи. The doctors do the medicine, the nurses do the nursing. Врач осуществляет медицинскую помощь, а медсестры уход. Then there are doctors who do not understand or value the nurse. Есть врачи, не понимающие ценность сестры, медсестры. And unless you're prepared to listen to what the nurse is saying to you, you will not pick up the information that is needed to look after a particular child. И если вы не готовы выслушивать информацию какую-то от медсестер, то вы не сможете осуществлять эффективный уход за ребенком. We touched on this yesterday, but one of the big problems is burnout. Вчера мы касались этого вопроса, но очень большая проблема – это выгорание. My entire nursing team and hospice team Вся моя команда медсестер и вообще вся команда хосписа, who started with me 20 years ago, которые со мной начинали все 20 лет назад, not one of them is with me now. Никто из них сейчас не остался с ними. The second group of nurses and team who started with me, 2 or 3 are still with me now.
Вторая группа, которая как бы начала с ним работать после тех, из них осталось 2 или 3. This is not to scare you or frighten you, Это я говорю не для того, чтобы вас напугать, but it is a reality that this is not adult deaths, but children deaths. но реальность в том, что это не смерть взрослых людей, это смерть детей. When I have a baby come to me born at 3 days of age, Когда ко мне поступает ребенок в возрасте 3 суток, this big, вот такой, and within 5 days they die, и через 5 дней умирает, the nurses who are looking after that child will feel the emotions involved with looking after that child. те медсестры, которые ухаживали за ним, они не могут не чувствовать, не могут не переживать в процессе ухода за этим ребенком. So look after each other. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь друг о друге. This is very, very important. Это очень важно. One of the other problems we found when we started Еще одна проблема, которую мы обнаружили в начале работы, was that the nursing staff did not understand or value the fundraising team or the other members of the team. была в том, что медсестры не понимали, что... Медсестры не понимали и не признавали важность тех людей, которые занимаются сбором средств. This would also apply to doctors. И точно так же это касается и врачей, они тоже не понимали. Nothing happens unless you think of everyone in the team. Ничего не будет происходить, если вы не будете заботиться о каждом члене команды. Skip the next slide. The cook, the cleaner and other staff. Повар, уборщики и все остальные. How many of you know the names of your cleaners? Кто из вас знает имена ваших уборщиц? Ну что, знает же наши-то хотя бы. Okay. Ну ладно, наши знают все. Do you know the name of the person who cooks the food in your units? Да. Знаете ли вы имя как людей, которые готовят пищу у вас в стационаре? Those of you who have children, Те из вас, у кого есть дети, how easy is it to get them to eat food? можете ли вы сказать, насколько легко их накормить? So unless you have a cook who understands how to cook food that children will eat, И в том случае, если у вас нет повара, который знает, как приготовить еду так, чтобы ее ели дети, and the importance of high calorie foods, и если повар не понимает важности пестроты, скажем так, пищи, разноцветности ее, and the importance of the type of food and how it can be pureed if you are feeding a child, и важность того, какого типа должна быть пища, как ее надо пюрировать, чтобы ребенок мог ее съесть, or how you can spend half an hour just feeding a child who has neurodegenerative conditions, и как можно провести полчаса, просто попытавшись впихнуть хотя бы ложечку в ребенка с нейродегенеративными уже признаками. you will have the same problem I have had with many cooks coming and leaving. Если у вас таких поваров нет, то у вас как раз те же самые проблемы, что были и у меня, когда я начинала. The same with the cleaners. If you have a high risk group of children, То же самое с уборщиками. Если у вас есть группа детей, которые находятся при большом риске, for whom any form of infection may be fatal, те дети, для которых любая инфекция может быть смертельной, unless the cleaners understand the importance of cleaning correctly and properly, если уборщики не понимают важности правильной, тщательной уборки, you will have major issues with cross-infection. то у вас будет очень высокий процент перекрестных инфекций. So to run a hospice, to run a unit, to run a community team, То есть для того, чтобы
руководить и осуществлять деятельность хосписа, любого медицинского учреждения, заботы на дому. It is not about the loud people like me. It is not about the loud people. Дело все как бы не в таких громких людях, как я. Your organizations are run by a silent group of people in the background. Ваша организация, ее работа обеспечивается тихими людьми, которые находятся на заднем плане. And you must look after them. И за ними надо ухаживать, за ними их надо беречь. Parents. Родители. If you are setting up a unit, если вы основываете медицинское учреждение, how many parents do you have on your group that are helping you to set it up? Сколько родителей входит в группу, которая помогает вам это осуществлять? The changes that occurred in the UK Изменения, которые произошли в Великобритании, did not occur because of doctors произошли не благодаря врачам or nurses. или медсестрам. It occurred because the parents got angry. Они произошли из-за того, что родители рассердились. And the parents started to lobby and shout and wanted changes. И родители стали пытаться лоббировать, да, продвигать свои интересы, кричать о том, что необходимы изменения. For your reference, it was the Duchenne's muscular dystrophy organizations and parents. К вашей информации, это была организация родителей детей с миодистрофией Дюшена, That shouted the loudest. которая кричала громче других. That made people listen. И именно это заставило людей слушать, именно эта организация. Parents can change everybody's hearts and minds. Родители способны изменить сердце и разум любого. But parents Но родители can be self-centered. могут быть эгоцентричны. And parents can be wrong. И родители могут быть неправы. So it is a very powerful weapon, То есть родители это весьма мощное оружие, but it has to be used with great care. но им необходимо пользоваться весьма и весьма осторожно. The siblings, the grandparents, the family and friends. Партнеры, скажем, мужья, жены, да, братья, сестры, бабушки, дедушки. Children are a part of the community. Дети это часть сообщества. And whenever a child dies, everybody around that child will feel pain. И когда ребенок умирает, любой из его окружения будет чувствовать боль. And the community will suffer И when the child dies. все сообщество, как бы семейное, да, большое, будет страдать, когда ребенок умирает. And it is very important to acknowledge the grandparents. It is very important to acknowledge the other children. И очень важно признавать и принимать во внимание и просвещать, скажем так, родителей, бабушек, дедушек, да, и других детей в семье. A parent may have spent all their time looking after the ill child. Родитель может провести все свое время, ухаживая за больным ребенком. And the other brothers and sisters have missed the parental attention. А другие братья и сестры будут испытывать нехватку родительского внимания. If you think of your normal children, Если вы подумаете о своих здоровых детях, who are well and how they react if they don't feel they have your attention, которые, как они действуют, когда они не получают достаточно вашего внимания родительского. you can imagine the difficulties that occur. И в этом случае вы можете себе представить те трудности, которые возникают в случае с больными. Let's talk about things that go wrong with the child. Теперь поговорим о том, что может пойти не так с самим ребенком. They may not tell you what's wrong. Они могут не сказать, что не так. We will see children who tell us what's wrong, but they tell us not to let their parents know. Есть дети, которые говорят нам, что не так, но просят не сообщать родителям. Because they don't want to upset their parents. Потому что не хотят их расстраивать.
We have parents who tell us what's wrong, but they don't want us to tell the children because they don't want to upset the child. Есть такие родители, которые просят им сказать, но не говорить детям, потому что не хотят их расстроить. And normally I have this conversation with both parents and children 5 minutes apart. И обычно я отдельно по 5 минут разговариваю с родителями и с детьми. Children are not stupid, they will know what's happening to them. Дети не глупы, они понимают, что с ними происходит. Many of the children that we see cannot communicate in the normal way that people accept. Многие из детей, с которыми мы сталкиваемся, они не могут общаться нормальным образом, так как люди могут это воспринять. So you have to learn how to communicate with children with special needs. Поэтому вам необходимо научиться, как общаться с детьми с особыми запросами. It requires time and it requires patience. Это потребует времени и терпения. But when you do this, you will find that the child has a voice. Но когда вы это сможете сделать, вы услышите, поймете, что у ребенка есть голос. The other thing to remember is that with children we can not always control all the symptoms 100%. Нужно принимать во внимание и то, что с детьми невозможно на 100% постоянно контролировать все симптомы. And you may not get all the medications right. И вы можете неправильно назначить препараты. And remember, Не все. under the UN Charter, children have rights. По международной конвенции у детей есть права. And we have to acknowledge those rights. И необходимо их учитывать, признавать. Again, this is... Oh, done it, converted it. So, around the child, we have a major circle of people and organizations that all need to be acknowledged. Education is important, social care is important, play is critical. All your children that you have had or have enjoy playing. If you do not give them the ability to play, they will not be happy. Sorry. Sorry. Let's slow down. Вокруг ребенка существует огромный круг людей и каких-то видов деятельности, которые необходимы. Образование необходимо, игра необходима. Если ребенку невозможно обеспечить игру какую-то, да, то тогда ему будет гораздо сложнее. То есть это все, и вам будет, соответственно, тоже сложнее. For the child, this is a journey that they make. Для ребенка это вот так выглядит путешествие, которое они совершают. From the diagnosis through to the end. От диагноза к уходу. You are only guests with the parents for a small part of the journey. Вы и родители могут лишь догадываться о большей части этого пути. It is not your burden to take all the pain. Большинство забот и боли несут на себе родители. Вы не обязаны, не должны нести на себе все. This is a very complex slide. Это очень сложный слайд. I don't want you to read it all. Я не хочу, чтобы вы сейчас все читали. It's just to say that we have 4 categories of where we look at children with life-limiting conditions. Речь просто о том, что у нас есть 4 категории, 4 группы детей в соответствии с тем, как за ними нужно ухаживать. Okay. Next slide. Skip that slide. When we look at how children die, когда мы исследуем вопрос, как умирают дети, the different categories help us to understand why children are different from adults. Вот эти 4 категории помогают нам понять, почему дети отличаются от взрослых. Group 1 are your children with cancers. Группа номер 1 – это дети, ваши дети, дети с раком. And they will go along for some time to having treatment. И какое-то время они получают лечение. Most will get better. Большинство поправляются. But the rest will die in quite a linear way. Но остальные умирают как бы линейно, очень резко. Very similar to the adult oncology that you will see.
очень похоже на ту онкологию, которую вы видите у взрослых. The other groups can take a long time to die. А у других групп время до смерти может пройти довольно большое. Children die differently. Все дети умирают по-разному. In group 4, we will see children who do very badly. We think they're going to die. В четвертой группе мы видим тех детей, которые очень плохо себя чувствуют. Мы думаем, что они умрут сейчас. They get better. Они поправляются. Then they keep going down. Потом опять продолжают We, отрицательную динамику показывать. then they try to die again. Снова пытаются умереть. And they get better. И опять им становится And this лучше. process carries on till eventually they die. И вот этот процесс продолжается до тех пор, пока они в конце концов не умирают. Those of you who have dealt with the children with neurodegenerative conditions will have seen this. Те из вас, кто имел дело с детьми с нейродегенеративными заболеваниями, это видели. Okay. So we have a few problems now. The children are living longer. У нас есть несколько вопросов. Дети живут сейчас дольше. In the last 30 years, За последние 30 лет the number of child deaths in the UK have decreased. количество детских смертей в Великобритании снизилось. The number of children who do die, though, who have chronic conditions, such as neurodegenerative conditions, is still high. А количество детей, которые имели хронические заболевания, такие как, например, нейродегенеративные, оно сохранилось. And almost a third of the children who are going to die will have neurological problems. И Neurological. No, a third will die. Of the children who die, 1/3 will have neurological problems. и из тех детей, которые умерли, треть имела неврологические проблемы. Okay, next slide. This is a very complex slide, Опять снова сложный слайд. but this is the life survival of children with Duchenne's muscular dystrophy. Это количество детей, живущих с миодистрофией, выживающих, так или иначе, с миодистрофией Дюшена. 1960s 60-е годы and now. и сейчас. By definition, if you have Duchenne's muscular dystrophy, you are likely now to live into past the age of 18. По определению сейчас, если у кого-то миодистрофия Дюшена, он, скорее всего, доживет до 18 лет и дальше, может, немножко. This is because of technology. Это благодаря технологическим достижениям. In the UK, we have them all on ventilation. В Великобритании они все находятся под вентиляцией легких. They have gastrostomies, У них гастростомы. and now we are giving them medicines to strengthen their bones and medicines to strengthen their hearts. И мы даем им препараты, которые усиливают, скажем так, дают возможность лучше работать их сердцу и усиливают их костную систему. So, from the child point of view, remember a child has a voice. Ask them. Most people are frightened of asking children or talking to children. Детей нужно спрашивать. Очень, у них есть голос. И если вы, короче, вы должны спрашивать их, и он вам должен сказать что-то. When we built our Говорите с ним. When we built our extension at the hospice, Когда мы построили дополнительное крыло у нас в хосписе, there was a child on the group that actually was involved with what the build should look like. был ребенок, который участвовал в работе той группы, которая решала, как будет выглядеть это здание. And that child was part of a group of the children who had got together to say what they would like to see in the hospice. И этот ребенок входил еще в группу детей, которые говорили о том, как бы они хотели, чтобы выглядел хоспис.
Medication. I've learned, one thing I've learned whilst I've been in Russia. Есть одна вещь, которую я узнал здесь, в России. Is I have taken for granted how easy it is for me to use medication. Я как само собой разумеющееся воспринимал то, насколько мне легко пользоваться теми или иными медикаментами. You can read the slides. Yes, next. You keep going here. Good picture. Now that I've depressed you all, Теперь, когда я вас всех ввел в депрессию, about what can go wrong, о том, по поводу того, что может пойти не так, but this was my remit, this was what I was told to talk about. но это была моя цель, я об этом должен был рассказать. I'd like to show you some pictures of what is possible. А теперь я хочу показать вам несколько фотографий того, что возможно. This is our hospice. Это наш хоспис. We have 14 bedrooms. У нас 14 спален. We have the playroom. У нас есть игровая комната. Play is very important for children. Игра для детей очень важна, как We вид have a great деятельности. many play therapists. У нас есть много игровых терапевтов. Psychologists are good. Есть Play хорошие therapists are important. психологи, это хорошо, а игры-терапевты это очень важно. Gardens Большие сады. make all the difference for children. They can go outside, they can play. Это очень способствует, помогает детям, они могут выйти, поиграть. We have special groups for the siblings. У нас есть отдельная группа для поддержки братьев и сестер. Именно не просто близких, а вот именно братьев и сестер больных детей. And we spend a lot of time supporting the siblings through the grieving process. И мы очень много времени посвящаем тому, чтобы заботиться о братьях и сестрах уходящих детей. But we also support them whilst the child is going through the dying phase. И мы поддерживаем их и тогда, когда ребенок, собственно, переходит порог смерти уже. We have a therapy wing where we offer extensive additional therapies. У нас есть отдельное терапевтическое крыло для интенсивной терапии. Экстенсивная? This Да, includes physiotherapy. дополнительная, да, не интенсивная. This will include physiotherapy, Там физиотерапия, occupational health, какой-то... Реабилитация. Ну да, реабилитация. hydrotherapy, Гидротерапия, reflexology, рефлексология, music therapy. терапия музыкальная. Of those, the most effective therapy is А из всех терапий самая эффективная music. музыка. This is my room. Это мой кабинет. Здесь аплодисменты. A hospice should be a happy place. Хоспис должен быть местом счастья. Children like bright things, Дети любят яркое. and this you should make the hospice open and bright. И необходимо сделать хоспис открытым и ярким. Many of our children have neurological problems and fall over easily. Многие дети у нас имеют неврологические проблемы и легко падают. So we have a room which is completely padded. И у нас есть комната, которая полностью обита мягким. They can fall over as much as they like, they just bounce back. Они могут падать сколько им угодно, они просто как бы отталкиваются обратно. If you are in a wheelchair Если вы в инвалидном кресле and you cannot move, и не можете двигаться, and all you can see is that part of the wall, и все, что вы можете видеть, это вот маленький кусочек стены, after some time you will become sensorily deprived. через какое-то время у вас наступает гиперсенсибилизация. We have a very large room just to stimulate the senses. И у нас есть большая комната именно для того, чтобы стимулировать органы чувств. Touch,
осязание, sight, зрение, sound, слух, even aromatherapy smells. даже ароматерапия, запахи. You stimulate your children who are well. We should stimulate these children who are unwell. Вы стимулируете своих здоровых детей, необходимо стимулировать и тех детей, которые больны. This is our hydrotherapy pool. Это наш гидротерапевтический бассейн. It's not really for swimming, it is for therapy. Он на самом деле не для плавания, он именно для терапии. Young adults. Юные взрослые. How many of you have children who are teenagers? У кого из вас есть дети в возрасте тинейджеров? Can you get them away from the computer or the PS3 or the Xbox? Можете ли вы их оттащить от всяких девайсов? So, computers, TV screens, Xbox, PS3, another Xbox, PS3. Ну, вот у них там телевизоры, компьютеры, Xbox'ы. Never challenge any of our boys to a game on the PS3. They are very, very good. Никогда не бросайте мы никогда не бросаем вызов нашим мальчишкам в этих компьютерных играх, потому что они весьма и весьма в них преуспели. Next slide. Music therapy. Музыкальная терапия. This is not trying to get children to play the guitar. Мы здесь не пытаемся детей заставить играть на гитаре. This is allowing a child to express their emotions. Это возможность ребенку выразить свои чувства. And it requires a specialist therapy. И здесь необходима терапия со специалистом. Children like playing outdoors. Дети любят играть во дворе. But also the siblings need somewhere to play. И их братья и сестры тоже нуждаются в месте для игр. We've mentioned complementary therapy. У нас есть поддерживающая терапия, дополнительная. Very well for muscle spasm. Это очень хорошо для мышечных спазмов, для снятия. And for constipation in children. И для запоров у детей. Means you have to use less laxatives. И в этом случае необходимо будет меньше слабительных. This room is our mortuary. Эта комната наш морг. We have no religious emblems in here, but they can be brought in if needed. У нас нет никаких религиозных символов здесь, но их можно принести, если они необходимы. At the top here, you can't quite see it, is a refrigeration unit. Там наверху почти не видно, есть охлаждающая установка. And we can cool this room down to the same temperature as in the big mortuary cupboards. И мы можем охладить эту комнату до той же температуры, что и большие шкафы для тел. When an adult dies, когда умирает взрослый, the relatives will see the body for an hour, maybe two. Родственники видят тело потом в течение часа, может быть, двух. When a child dies, an hour is not enough for a mother. Когда умирает ребенок, часа для матери недостаточно. Mothers need time to grieve. Матери нужно время, чтобы погоревать. So we bring the child to rest in here. Мы приносим ребенка здесь отдохнуть, скажем так уже. We then allow the family to come and see the child. Мы разрешаем семье прийти повидаться с ребенком. The siblings have taught us that they need and want to see their brother or sister after death. И братья и сестры тоже нас научили тому, что им необходимо повидаться последний раз после смерти со своими братьями и сестрами. They feel a need to say goodbye to their brother or sister. Они чувствуют необходимость попрощаться с братом или сестрой. Depending on the state of the parents, either they will do this or our specialist family support will help bring the child in. В зависимости от состояния родителей, либо они это делают, приводят брата или сестру попрощаться, либо наши специалисты. We have a separate room next to this room as a lounge
Рядом с этой комнатой у нас отдельная комната, похожая на гостиную. Because it is not just the mother or the father, but the whole family who want to say goodbye to the child. Потому что прощаться с ребенком хотят не только мать и отец, но и семья вся. As a rule, our children go from here straight to church and then burial or cremation. По правилам, как правило, наши дети отсюда едут прямо в церковь, а оттуда на кладбище или крематорий. Although we have lots of bright lights and the hospice is a happy place, И хотя у нас очень много ярких лампочек, и хоспис это яркое, счастливое место, we are at the end of the day a unit that deals with children who will die. у нас есть место, где находятся дети, которые близки к смерти. We must remember that we are dealing with children with different types of conditions. Just flick through now. Необходимо учитывать то, что мы имеем дело с детьми в разном состоянии. But the children have a limited amount of life, and we should try to make that limited time of life as happy as possible. Но у детей ограниченный промежуток времени остается, и мы должны этот промежуток сделать настолько счастливым, насколько это возможно. Just flick through. Thank you for coming. Thank you for listening to me. Большое спасибо.